Ну что? Здорово. Здорово. Готов снимать? Готов снимать. Давай только не облажайся, как в прошлый раз. Жвачку выброси. Ну что, погнали смотреть выпуск. Китайцы — это такой народ, барыги еще те. Хочу переводчика. Один Высоцкого слушал, прикиньте, все китайцы слушал Высоцкого. Если звонит мой китайский дилер, значит мы крокодилем. Обязательно ставим лайк, нажимаем на колокольчик и свайпайте вверх. Шикардос. Сегодня мы пришли в большой торговый центр, просто он действительно огромный. Мы будем на рынке брендовых вещей, на рынке брендовых часов. Что делать здесь? Есть Китай, есть рынки, есть здесь низкие цены, где можно покупать, а у них есть сети. Как и у нас, цивилизованная розница. Да? И вот в цивилизованной рознице тоже все дорого, как и у нас. Можно посмотреть какие-то товары, найти брендов, и потом эти товары поискать на рынках. В чем разница, есть ли разница, да, и так далее. Просто чтобы вы для себя понимали вообще эту тему. Главное потрогать руками, чтобы ощутить разницу в материале, есть она или нет. Вот, смотрите еще вот эти вот кошельки. Я понимаю людей, которые там, в Adidas кроссовках ходят и Луис Виттон. Зафиксируйте себе цену и материал. $1500 стоит вот этот кошелек. А сколько стоит в долларах вот этот рюкзак? $12,000. $2000 Захотите потом купить, чтобы вы не купили похожую, а именно точно такую же. Многие ребята там с горящими глазами начинали бегать, там вау, тут вау, там вау. А для меня это все едино, ну просто шмотки, как бы, да? Ну просто, соответственно, электроника. Здесь всегда там какие-то самые последние модели выходят. Вот в Китае они появляются достаточно быстро, потому что это один из самых, крутых рынков вообще в мире. Давайте в Гуччи зайдем. Тут женская, походу, пока одел. В Гуанчжоу в супермаркете лакшери брендов кафе называется «Путин». Собираемся сейчас ехать на улицу Карго, потом на рынке брендовых вещей. Причем мы сегодня посетим компанию Fialan. Мы все начинаем с нуля, и сложность заключается в том, что ты не сразу начинаешь зарабатывать $10 000 в месяц, а ты сначала зарабатываешь там 200, потом 500, потом 1000, потом 2. То есть ты постепенно умножаешься. И очень сложно сразу не покупать себе какие-то вещи. Вот. Я вот очень хорошо помню период, когда я реально мог себе позволить купить там реально последний Мерседес, но я не покупал, я все равно ездил на старенькой машине, потому что я понимал, что если я сейчас его себе покупаю, я откатываюсь назад сразу же на сколько-то там месяцев. Ну, шарики, ну что шарики? Это троещина, только более такая модная троещина. Вы говорите, что вам нужно the best, вообще the best quality, the best. Вот. И вас сейчас будут водить тут как бы... Луи Виттоны, Гуччи, Версаче, там, а-ля там всякие Фани, Дофани, короче, крутые там типа вот все бренды, они их копируют. Китайцы — это такой народ, барыги еще те. Сразу заряжают там $300-350. Вот я своей жене... Не, я своей жене пошел в оригинальном магазине, в брендовом купил. Ну, дурак, конечно, переплатил 1900. Ну. $150, короче, в Москве такая сумма. Долларов 150? Да, то есть Watch price? $5.60. Да, смотри, вот так. Это для карточек, я так понимаю. Ну, как бы вот
Да. Сколько денег? Говорит, что реальный крокодил. Из реального крокодила вот такая вот сумка $150. Вот эти туфли $280 из крокодила. Крокодил прокажу. Не буду крокодил. Если звонит мой китайский дилер, значит мы крокодилим. Рынок шарик, да, на русскоязычном пространстве в кавычках. И второй это Баюнь рынок. Вот как проработал, вот это с двух рынков, контакты. Все эти рынки, внутренний рынок, 7-й километр, все вот эти вещи, ребят, вдоль и поперек. Я там, ну, там с 9 с 10 лет. И мне это очень близко, мне это очень, прям резонирует круто. Друзья, сейчас мы приехали в китайский офис компании Fialan, и сегодня мы поговорим с Романом Кривошеевым. Это руководитель представительства компании Fialan в Китае. И мы попробуем у него разузнать не только интересную информацию о том, как работает компания Fialan в Китае, но а также о некоторых лайфхаках, как им здесь живется, и о некоторых внутренних моментах жизни в Китае людей из Украины, России. Мы с тобой встречаемся в Китае ровно раз в год. Я смотрел в календарь, мы встречались с тобой 23 апреля в прошлом году. Реально. А сегодня 20-е. 20-е. Ну все, по схеме. Угощайте, здесь у нас водичка, сладости. Наша компания, повторюсь, да, мы работаем с 2004 года, 15 лет, и все эти 15 лет мы занимаемся бизнесом с Китаем. То есть мы были одной из первых компаний, которая, собственно, начала эти услуги предлагать. Все, что связано с поиском товаров, их закупкой, их проверкой надежности поставщиков, ну и, соответственно, перевозкой, импорт, экспорт, точнее, здесь экспорт, потом перевозка, потом импорт. Детально прописываете в договоре те критерии качества, которые для вас являются критическими и принципиальными. И ни в коем случае не платите поставщику до тех пор, пока вы не проверили качество этой готовой продукции. То есть заказал, оплатил, пришло, увидел, ой, тут не то. Вот в таких случаях, когда товар уже в Украине, сделать что-либо очень сложно. Поэтому, например, всегда своим клиентам рекомендуем делать вот эту финальную оплату, там сколько там, 70 или 80%, делать эту финальную оплату после того, как они убедились, что готов тот товар, который они заказали. Было несколько у нас интересных кейсов. Вот недавно буквально к нам обратился клиент, который купил в Китае медную проволоку стоимостью в $50 000. Он оформил контракт, он все это сделал, но он не проконтролировал практически ничего в Китае. Он дождался этот контейнер, контейнер приехал, он открыл, а там песок. Песок в мешках. Отдали на экспертизу, оценили $800 стоимость этого песка. 50 и 800. Сделать практически ничего нельзя. Да. Это уже получше выглядит и весит. Весят, то есть весят уже больше, да? Ну, во-первых, я часами как бы более-менее разбираюсь. У меня у самого там есть, там нормальные часы, да. Я знаю, как они на ощупь выглядят. Я держал часы там за $17 000, да, в руках. И, вообще в магазин даже прихожу и разбираюсь более-менее в часах. Понятно, что я просто представление было, что часы качественные подделки. Мы пришли в магазин, где продают best подделку. Ну, это не best. Во-первых, там нет упаковки, да, они весят. Это видно, что я бы взял в эти часы, я за 2 секунды определил бы, что это, просто паленка. Даже издалека бы определил. Мне нравится. Попробуй это покрути даже. $250 подделка стоит. Когда переговоры «Привет, как дела? What's price? The best quality?» это такое. А когда денежка платится из кармана, вот это уже другая история, да, и вот моя задача, чтобы они попали в переговоры. Ты торгуешься, огонь. А насколько в итоге За сколько ты был готов? Он хотел за одну штуку 800. Все 3 забрали за 800. Дай посмотрю. Вот часы Gucci, которые я тоже сегодня купил, у меня просто такие были. Ремешок оторвался вот тут. Туда прикрутили у нас в ремонте какой-то другой ремешок, он вообще туда не зашел, я их просто выбросил. Я увидел эти часы, я их просто купил для себя. Для меня они ценные, и меня они очень сильно заходят. А ты уже готов был, короче, За 600 я уже готов. Ты уже готов был 100. Ну я за 500 готов, за $50 готов. Не, я еще хотел поторговаться. Мое мнение, да, что это такой галимый движ. И то, что говорят, там за 800 одни предлагали, а купили за 803, да, это круто, что сторговались. Но я думаю, что цена их еще дешевле. Купили вот эти часы за $37, я их покупал за 200.
Вот он, в принципе, покупает там 3x, минимум даже больше. У меня нет никакого отклика на это. Ну, есть так, как есть, и все. О, там, типа, 8 этаж. Ну, 8 этаж, ну, 28 этаж. Ну, увели там налево, увели направо. Ну, такие у них, как бы, правила игры, как бы, такие у них правила торговли там на внутреннем рынке. Ребят, ну откровенно, на шарике не очень. Здесь подделки так себе, товары так себе. Здесь больше базарный вариант такой. Поэтому мы едем дальше и едем на рынок Баюнь. Там более качественные вещи. Ну, вы дальше смотрите, оцените. Один из вариантов вообще рассматриваю переехать сюда жить на какой-то период времени. Не скажу там навсегда, а еще там какие-то вещи, безусловно, не буду сейчас проговаривать на эмоциях. Имеет смысл принимать решения на холодный ум. Но один из моментов приехать хотя бы годик пожить здесь. Ну, это я опять же, не ставлю ставку, что это единственная возможность в принципе у меня, но мысли такие есть, я хочу. Что на выходе, к чему можно прийти? Какие варианты есть базового у человека русскоязычного, который приехал? Чем здесь заниматься? Да. Эльфом работать. То есть, если ты идешь работать в китайскую компанию, у тебя два условия. Во-первых, ты должен знать китайский язык, но у тебя существенно упрощается жизнь, потому что, как бы, тебя, скорее всего, китайцы без проблем там оформят на рабочую визу в большинстве случаев. Второй момент, ты будешь там меньше получать, потому что китайцы не платят там 9-10 иностранцам, они платят там 5, 6, 7 тысяч юаней плюс бонусы, потому что наши в основном идут в китайские компании работать продажниками. То есть они сидят на телефон, на e-mail и начинают бомбить, если это какая-то производственная или торговая компания, начинают бомбить предложениями страны СНГ, продавать продукцию. Заработал, получил бонус, не заработал, ну как бы там, получил ставку. Еще один вариант есть, это учитель английского языка. Крайне популярная профессия у выходцев из Украины, из России, из Белоруссии, здесь в Китае. Учат детей английскому языку. Все, есть еще там танцоры, диджеи, пиджеи, модели, бармены. Да, все это есть, и там, ну, там небольшие деньги. Там это 5, 6, 8, ну там максимум, наверное, 9-10 тысяч юаней человек может зарабатывать. По моим ощущениям, жить в Китае сейчас минимум в 2, а местами и в 3 дороже, чем в Украине. Я это ощущаю, потому что я бываю в Украине 3-4 раза в год, и я вижу просто, как бы, те деньги, которые я трачу там и которые я трачу здесь, они несопоставимы. Это мультипликатор 2-3 минимум. Лучше идти работать к людям из СНГ, которые говорят по-русски, потому что они платят больше, чем китайцы. Безусловно, не разубедило, то есть во мне вот есть, я хочу, мне пофиг, я пру как танк. Ну, и пока на своем опыте, на своей практике я не убежусь в том, что, ну, вот, имеет смысл проверить вот то, что он говорит, да. Приехал на рынок, который круче, чем шарик, да, вот. Мне интересовал топчик, понял, но когда узнал цены на топчик, который именно качество, вот, они меня чуть-чуть спугнули, вот. Стоит, в принципе, хорошо тоже, да, если там оригинал стоит $2000, да, то она стоит, там, подделка, там, $150, да, ну, для $150-200 для сумки поддельной, да, если ты все равно говоришь, что это подделка, то это большие деньги. Такая вот сумочка, не знаю, сегодня зайдем, у нас там возле гостиницы есть оригинальный магазин Gucci. Вот, но по ощупу очень хорошего качества, внутри тоже все качественно, с сайтом сравнил, вроде все сходство, все совпадает. Ну, сегодня вечером за него сравнил. У этой, по-моему, 900 было на старте, я ее за 500 стартовал. Очень много разной интересной одежды. Она качественная, она, ну, вот, хорошая. То есть ты понимаешь, что если ты ее оденешь, ты будешь выглядеть, ну, стильно. Выбор просто космический и выбор из хорошего. Я был приятно удивлен тем качеством, которое вот существующие фабрики делают. Ну, действительно приятно удивлен, и мне остается только восхищаться тому. Абсолютно никак не отличишь от того, что есть в оригинале. This is high quality, you know. It's not high quality. It's not good copy. You want to buy this one? I have original. Там тоже надо выбирать, уметь правильно. Смотреть по швам, по всему надо, потому что качество тоже разное. Они по-разному это все делают. Где-то тяп-ляп как попало, где-то хорошо, четко, что в принципе и сойдет в оригинальный магазин его поставить, не найдут разницу. Сейчас я вижу Китай вот этот рычаг. Уехать на год, на 2, не знаю, насколько понадобится. Включиться тотально вот в этот момент и стать
номером один на рынке вот в теме Китая. Даже просто базово, как там называют людей, там эльфы, да, там вот, ну, в узких кругах, кто понимает, там проходил обучение, возможно, смотрел какие-то вебинары, понимает, это вот то, что я говорил. И стать лучшим из тех, кто здесь есть. Самое главное изменение, которое сейчас происходит здесь, в Китае, это то, что достаточно большое количество производств сейчас из Китая перемещается в страны с меньшей себестоимостью. То есть это Камбоджа, это Вьетнам, это Таиланд, это иногда даже Корея, потому что, допустим, у нас есть сейчас несколько клиентов, которые возят товары из Кореи. Мы сами экспортируем из Кореи корейскую косметику, и мы видим, что качество высокое, а стоимость продукции не сильно выше, чем в Китае. Это даже с корейской косметикой, даже которая, ну, то есть, где критерии качества очень высокие. Если мы говорим про какие-то товары повседневного спроса, которые, ну, так называемый ширпотреб, да, то, что мы потребляем каждый день. То есть мы что начинаем делать? Мы начинаем на эти рынки постепенно тоже заходить. То есть мы уже сейчас можем организовать перевозку, доставку из всех тех стран, которые я перечислил, и во всех из этих стран мы можем точно так же, как и в Китае, организовать контроль качества. Ты попал домой, я понял, да? Я, короче, оставьте меня здесь, я своим ходом дальше пойду. Я, ну, как бы, да, эмоциональный человек, но я стараюсь держать себя в руках, собираю контакты, как минимум. Сегодня были на рынке Шарик и также на рынке Баюнь. Они отличаются между собой кардинально, потому что на одном рынке брендовые вещи, такой вот ширпотреб для базаров, и на втором рынке достаточно качественные брендовые вещи, которые стоят на порядок дороже, там в несколько раз дороже, но они очень близки к оригиналу. Эти товары можно покупать поштучно и продавать их с наценкой там двухкратной, трехкратной. Идеального момента, сука, никогда не будет. Ну вот просто никогда не будет. Есть намерение, есть желание, хотелка, блин, пробуй. Все это самое, все в твоей голове. И ты, если ты замотивирован, ты сделаешь результат. Сейчас полиция приедет, разборки